Сегодня мы продолжаем нашу серию о наждаке. Когда собрали вы наждак, то есть уже установили, то есть кнопки, все, он подключается, конденсаторы, выбрали электродвигатель, теперь нужно заточные камни, наждачные, обдирочные, там любые. Чтобы начать точить ножи, вам понадобится камень с крупным зерном, то есть крупной зернистости, помельче камешек, то есть еще один, желательно, с мелким зерном. Вот такой вот, это вулканит, это резина, то есть он гибкий, круг. То есть тут с алмазной крошкой, это вот уже для полировки. Также понадобится войлочный круг, это уже для полировки, когда уже конечный результат, то есть вы уже дотачиваете. То есть вот такой вот. Понадобится паста Гои, я в специальной баночке, храните ее, чтобы на нее не попал абразив никакой. То есть вот такая вот. А обязательно нужен алмазный карандаш, то есть это для правки круга. То есть он бывает засаливается металлом и перестает точить. Алмазным карандашиком подправите, то есть выровнять можно. Вот биение камня все равно, даже если камень новый, он все равно будет бить. И вам понадобится обязательно алмазный карандаш. Бывают круги большие, можно поставить. Но конкретно на этот, в принципе, хватит одного алмазного карандаша. Когда хотите заточить ножик, да, он сильно тупой у вас, то нужно брать большое зерно, то есть круг большой зернистости, чтобы съем металла был большой. Определенную работу уже сделаете, подточите, ставите помельче зерно. Вот, смотрите, вот он у меня. Это вот 40-е зерно у меня, то есть самое крупное. Вот это 25-е у меня зерно, можно даже мельче. То есть сначала вот на этом камне поработали, на 40-м зерне, то есть сняли металла много. Потом начинаете вот на таком вот, на мелком работать. То есть подточили опять. Но это при сильном уже затуплении. Можно, конечно, сразу на этом начать, но будет долго. И можно поджечь кромку. Сначала лучше на крупной. Включили, обработали немножко. Сняли зерно как бы лишнее, то есть вскрыли его, чтобы оно было более такое, ушла, в общем, засалено, зерна вскрылись. Взяли алмазный карандаш, провели несколько раз. Вот смотрите на круг. Пошла пыль. Все, я зернышки вскрыл. Можно точить. Можно даже, вот видите, небольшое биение, можно убрать биение. То есть алмазиком подработал. Все, теперь можно точить, металл будет очень хорошо сниматься. Если сильно нож затуплен, допустим, если выбоина какая-нибудь, новые будете как бы формировать спуски. То есть это вот на этом камне. Когда это уже сделали, можно переходить вот на этот камешек. То есть это мелкое зерно, 25-е. На нем уже подточили. Дальше, если вам надо бритвенной остроты ножик довести, сразу переходить на войлочный круг лучше не надо. Берете вулканитовый, то есть вот такой ставите. Ну давайте поставим. Вот поставил вулканитовый круг. Обязательно подкладочку. Мягкий, то есть шайбу одеваете. Вот она, смотрите. Вот она, шайба. То есть он лучше зажимает. Следующую шайбу одеваете. Иначе он будет вот так вот вибрировать. Какое биение может быть? Он же от оборотов начинает. Вот 3000 оборотов. Он начинает вибрации всякие разные. Круг начинает ходуном ходить. Теперь вот, видите, остается вот место. Вот такая вот у меня приспособление, вот такое вот. То есть я вот так вот одеваю шайбу. Зазор есть, то есть толще, меньше круг, то есть шире, уже. Одеваю. Вот на гайку обязательно гровер, чтобы затягивалось. Опять же, наждак, чтобы на меня вращался. Гайка сама затягивается, на самозатягивание работает. Желательно вот защиту. Но у меня бывают разные работы. Бывает так подлезть надо, так сбоку. Мне вот, я одеваю как бы маску и работаю. Очки обязательно защитные. То есть затянули. Подручник. Желательно, чтобы минимально находился от круга. Можно миллиметр, можно меньше, если это позволяет круг. Вот.
Потому что может затянуть туда. Точить-то на вулканите нужно вот так. То есть вот так ни в коем случае нельзя, потому что он резиновый, ударит по кромке, вырвет часть круга, вырвет ножик. Может, техника безопасности может серьезные травмы принести. То есть будете работать вот так. Подручник можно вообще даже снять на работе на вулканите. Ну, будете держать вот так, чтобы не затянуло вот сюда вот. То есть большой зазор будет, затянет ножик. И тоже можно получить травму. Подвели максимально мы. Вот и задевает. Минимально миллиметр, можно даже меньше. Пол. Сколько позволяет ваш подручник. Чем меньше, тем лучше. Потом вот как установили подручник, затянули его, но он у меня вот так вот затягивается. Круг поставили, прокрутили, подручник не задевает. Включаем электродвигатель. Ножик держим вот таким образом. И вот так проводим. То есть вот так работаем на нем. Потом с другой стороны. И вот теперь уже, когда прошлись вулканитом, после 40-го зерна, то есть были большие риски на ноже, то есть большой съем металла, мы взяли помельче круг. То есть 25-е зерно. Это советская маркировка. Нынешняя маркировка, она наоборот идет. Советское зерно. То есть 25-е это помельче зерно. Вулканит еще поменьше, помельче зерно. И вот сейчас под конец мы уже берем войлочный круг. И уже полировка до бритвенной остроты. То есть вот видите, вот здесь даже видно заусенчик. Вот он образовался. Вот этот заусенчик, вот уже под бритвенную, если хотите, до бритвенной остроты, чтобы ножик хорошо там резал. Или, допустим, там, ну, просто вот для интереса некоторые вот делают, чтобы волосы брил. Он будет брить волосы. Можно даже побриться. Вот этот заусенец как раз войлок и уберет с пастой Гои. Сейчас мы его и оденем. Вот сегодня видео, значит, про ножик. Потом я в следующих видео покажу, как вот точится топор, как он полируется. Покажу, как шлифовать, то есть вот это вот все убирать в видео. То есть по каждому отдельному топору, по шлифовке ножа я сниму видео и покажу все. Спасибо всем большое, до свидания, подписывайтесь на канал.